Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну что сказать, сиюминутные порывы нередко штопаешь всю жизнь. Я вам уже как-то показывала этот набор лоскутов. Нашла его в интернет-магазине. 4 куска плотной перкали размером 50 на 50 сантиметров, двух цветов. Ткань хорошая, плотная, но, естественно, использовать в лоскутном изделии только 2 цвета ткани – это маловато будет. Добавим еще сами по своему вкусу. Пусть будет 9. Девочки, вы заметили, какие интересные ткани у нас сегодня в работе? Сразу скажу, не сразу они все подобрались. Постоянно захожу в интернет-магазин «Любимый Василек», отслеживаю новинки. И этот набор тканей для рукоделия, 2 цвета, как раз оттуда. А остальные тканюшки искала в разделе «Ткани на отрез». В этот раз нашла очень интересную светлую фоновую ткань со светло-серым рисунком. Это поплин, текстура квадраты. Еще нашла ткань кашкарсе. Видите, это трикотажное полотно в мелкий рубчик, плотная резинка. Хочу заменить в толстовке сына вытертые манжеты. Знаете, всей нашей семье нравится постельное белье из бязи. Эта расцветка называется Дуглас. И присмотрела еще плотное махровое полотенце для рук. А вот в такой расцветке купол мокка у меня и шторы на кухне, и скатерть. Теперь и полотенца такие же будут. Это рогожка. И, конечно же, не удержалась, приобрела себе наряды. Темно-синяя футболка, лонгслив с цветком, зеленый жакет и черные кожаные лосины. Еще юбка, комбинированная с кожаной вставкой. Ну что сказать, весна, девушки расцветают. Брюки и жакет для офиса. Красота. Кстати, по промокоду POLI10 действует скидка 10% на ткани на отрез. Заглядывайте и собирайте свою коллекцию тканей. Сегодняшнюю работу будем шить из квадратов 15 на 15 сантиметров. Для одного блока надо 9 квадратов разных цветов. Подготовленные детали разложим в нужном порядке. Попробуем такой вариант. В центре самая темная ткань, по углам средней насыщенности, середины сторон самые светлые ткани. Сшивать будем попарно, вертикальными рядами. Соединим сначала детали из первой и второй колонки, а потом пришьем ко второй колонке детали из третьей. При работе за швейной машинкой шьем гирляндой, нитки не обрываем, никаких промежутков между деталями не делаем. Нитки у нас нейтрального серо-бежевого цвета. Строчка мелкая, крепкая. Закрепки делаем обязательно. Детали наложили друг на друга и шьем. Нигде ничего не тянем. Как оказалось, меня смотрят много новичков. Специально для них это все проговариваю. Знаете, очень часто в комментариях пишут, что лоскутное шитье и должно шиться из лоскутов, и не надо для этого резать новые ткани. Конечно же, вы правы. Но бывает, что после пошива большого изделия остаются остатки. Такие, что из них можно выкроить только небольшой квадратик или полоску. Поэтому смотрим внимательно мастер-классы, учимся, берем на заметку приемы лоскутного шитья.
Этот блок называется «Исчезающая девятка». Очень его люблю. Шьется легко, выглядит эффектно. И можно использовать ткани самых разных цветов. Сделайте центральный квадрат одного цвета, а остальные можно варьировать. В одном изделии они все равномерно перемешаются, и получится очень интересно. Вот смотрите, мы соединили две первых детали. Разворачиваем, швы тщательно расправляем. Сразу же припуски направляем в сторону темной ткани и пришиваем в ряд третий квадрат. Шьем экономно сразу же все блоки. А уже потом, когда расправим отшитые блоки, разрежем на нужные фрагменты по 9 квадратов. Сами видите, все держится на нитках, на соединительных швах. Поэтому дальше мы просто сгибаем заготовки и делаем горизонтальные швы. При работе за швейной машинкой никаких сложностей не возникает. Наши уголочки совпадут автоматически. Их сцепляет общая нить шва. Конечно, работа с утюгом обязательно. Проутюживаем все с паром, ткани подтягиваем и расправляем, чтобы ни 1 миллиметр не потерялся. Дальнейшая работа с этими блоками самая простая. Нам их надо разрезать на 4 части. Ориентируемся по центральному квадрату. Находим середины его сторон, ставим отметки, потом рисуем линии разреза. У меня центральный квадрат 13 на 13 сантиметров, то есть 6,5 сантиметра отмерили, это серединка. Когда все блоки разрезаны, делаем одну простую вещь. Просто разворачиваем на 180 градусов две противоположные детали. И все. Тут у слагаемых взыграла охота к перемене мест. И остается только заново сшить уже новый блок. В своих видео я всегда показываю самые простые и экономные способы работы, без лишних телодвижений. Как быстро соединить вместе 4 детали, вы уже, наверное, наизусть помните. Сначала вертикальное соединение гирляндой. А потом детали расправляем и прошиваем горизонтально. Отшитые блоки проутюживаем и составляем из них узор. Здесь графическая четкость достигается за счет маленьких темных квадратов. Они располагаются попарно по диагонали.
Вот такое полотно у меня получилось. Размер 78 на 116 сантиметров. Не очень большое. Работу с ним мы еще продолжим. Как говорится, я научился на ошибках, любую с блеском повторю. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Как же я скучаю по тебе, родной. Очень трудно двигать шифоньер родной. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!